Добрый день всем зрителям моего YouTube-канала. Меня зовут Ньюта. И сегодня я поговорю с вами о представительнице от России на конкурсе Евровидения 2017 года, который пройдет в мае месяце в Украине, в городе Киеве, Юлии Самойловой. Многие люди мне писали в комментариях под видео и в личные сообщения в моей соцсети о моем мнении вокруг персоны Юлии Самойловой, конкурсантки от России на конкурсе Евровидения 2017 года. Юля является человеком с ограниченными физическими возможностями, она прикована к инвалидному креслу. По последним данным, Украина протестует об участии Юли на конкурсе Евровидения в Украине по причине того, что она находится в черном списке артистов, въезд которых на территорию Украины запрещен. Это произошло в связи с тем, что в 2015 году она выступала в оккупированном Крыму перед публикой на благотворительном концерте, посвященном людям с ограниченными возможностями. Этот аспект ситуации я рассматривать не буду, потому что меня это не волнует. Я считаю, что творчество вне политики. В любом случае, я очень надеюсь, что Юля представит Россию, и почему, вот об этом сейчас мы поговорим. Очень много шумихи насчет того, что Россия якобы давит на жалость. Давит на жалость, посылая на конкурс представителя, скажем так, инвалида. И это вызвало очень большой ажиотаж в интернете, очень много реакций, очень много статей. Честно говоря, мое личное мнение, что это самый лучший представитель, который мог быть от России в этом году. По какой причине? Весь мир, в основном своем, и все отзывы на Ютубе и в интернете, которые я читала и которые в открытом доступе для всех, говорит о том, что Россия таким образом давит на жалость, посылая такую конкурсантку инвалида. Но дело в том, что здесь нет ничего зазорного, ибо на конкурсе Евровидения уже не в первый раз представляет какую-то либо страну человек с ограниченными возможностями. Давайте их немножечко вспомним. В 1996 году от Австрии ездил Джордж Нисбаумер, является незрячим. В 2002 году от Германии ездила Карина Мэй, заняла 19 место, также незрячая. В 2008 году от Грузии ездила Диана Гурцкая, заняла 11 место, тоже незрячая девушка. В 2015 году от Польши была Моника Кушинская. Это был тоже человек, привязанный к инвалидной коляске, и заняла она 23 место. В этом же году, в 2015 от Финляндии, ездила рок-группа Пати Курикан Мини Пайват. Это группа, состоящая из людей с синдромом Дауна и аутизмом. Они, к сожалению, не прошли финал в том году. Это нам показывает то, что для Евровидения человек с ограниченными возможностями нет ничего сверхъестественного, и эта тенденция, можно так ее назвать, уже была, и была она весьма распространена, и здесь нету ничего просто не весь чего, и просто какой-то конец света. Соответственно, раздувать из этого большую трагедию, как можно было послать на Евровидение такого человека, то есть я про какие-то отрицательные сейчас комментарии и отзывы на этот счет, что, мол, нет, у кого было послать человека, который хорошо поет или отлично выглядит. Нет, здесь ничего в этом нету, потому что мы сейчас говорим об инклюзивном обществе, тенденция к которому сейчас идет. Соответственно, это абсолютно нормально, потому что среди нас есть такие люди. Если мы их не замечаем так много у нас в стране, в России, то, наверное, потому что, возможно, им просто не дают нужных для них каких-то ресурсов, и им просто тупо неудобно здесь находиться. И поэтому они как-то где-то там прячутся, но они есть, их много, а это не 2 человека, и государство должно их как-то уважать, должно для них что-то делать, чтобы они себя тоже чувствовали комфортно в городе и пользовались услугами, пользовались транспортом, пешеходными зонами, предусмотренные для таких людей. Скорее, я хочу рассмотреть ситуацию с Юлией Самойловой и почему для России это даже не то чтобы выгодно, а она является, Юлия Самойлова, как бы частичкой течения и направления современного общества. Мы сейчас не берем политику. Я не хочу говорить о политике, я не хочу говорить о каких-то моментах,
что сейчас вот именно творится, какие-то вот эти конфузные моменты, мы не пускаем Юлю Самойлову на Евровидение по причине того, что Крым, Украина, Россия и все вот это политическое положение, я об этом не хочу это брать, потому что это все низко. Низко, в первую очередь, перед самой Юлией. Вот. Но с точки зрения тенденций я бы хотела это рассмотреть. Существует политическая сторона жизни мира, экономическая, культурная, ну и, скажем так, тенденционная. То есть определенное развитие общества. Мы сейчас не говорим о каких-то отдельных странах, мы говорим о мире, о нашей вселенной, о наших цивилизациях в целом. Есть развитие и переход от одного к другому. Оно есть, и от этого никуда не денешься. И если ты не в течение, то значит ты просто отсталая страна. Сейчас, на данный момент, в последние, наверное, где-то года 3, очень большой наплыв идет со стороны толерантности, со стороны равноправия и со стороны инклюзивного общества. Мы пытаемся сделать этот мир максимально доступный для каждого. И если у тебя чего-то якобы не хватает, того, чего есть у другого человека, я про физические какие-то возможности, этот человек может существовать, должен, и чувствовать себя он должен абсолютно хорошо и комфортно. На него не должны указывать пальцем, ему не должны тыкать и говорить, что ему делать, и сидеть дома или так далее. В нашей стране очень большой скачок на этой стези уже проглядывается. Поэтому нужно больше об этом говорить, нужно больше открывать каких-то центров, нужно информировать людей. Некоторые люди спорят о том, что вот, это же мы до чего дошли, что нам нужно на это обращать внимание, нам должны об этом говорить. Да, нам должны, потому что за счет всего информационного потока, с развитием всяких тенденций, с развитием всего в мире, мы потеряли какую-то человеческую нить в себе. И да, дальше своего носа мы ничего не замечаем. А такие люди есть, и никто не застрахован ни от чего. Кто-то рождается таким, а кто-то становится из-за аварий, из-за несчастных случаев или от воли судьбы. Поэтому сейчас мировая тенденция идет к инклюзивному обществу. Меня это очень радует. Я всячески стараюсь поддерживать такие течения и таких людей. Вот, и я очень этому рада. Соответственно, Юля Самойлова как феномен и претендентка на участие в Евровидении — это очень хороший ход конем. Почему ход конем? Здесь есть еще очень важный момент того, что помимо людей с ограниченными возможностями физическими, есть момент к толерантности, есть момент к равноправию и так далее и тому подобное. Мировая общественность сейчас говорит о недискриминации по половому признаку, сексуальной ориентации, расе и так далее. И самая животрепещущая такая вот тема в России — это, конечно же, равноправие полов и сексуальных меньшинств. И так как просто за счет всего своего политического какого-то аспекта Россия не может сейчас представить что-то подобное на Евровидении. Ну, мы просто берем Евровидение, потому что это международный конкурс. А в России Евровидение расценивается как Олимпийские игры примерно в певческой среде. Вот, она просто не может выдвинуть кандидата или кандидатку, которая является сексуальным меньшинством ЛГБТ-культуры. Вот, соответственно, хоть как-то в тенденцию, чтобы влиться, она отправляет на Евровидение человека с ограниченными физическими возможностями. Это хорошо. А если еще вспомнить, в принципе, последние события 3-годичной давности на мировом поприще, которое занимает сейчас Россия, то это единственный был хороший вариант для России выдвинуть кандидатку Юлию Самойлову в качестве представительницы от России. Из возможных представителей на конкурсе Евровидения 2017 от России в этом году были Александр Панайотов, который чудесным образом проявил себя на последнем шоу «Голос». Его шансы были весьма высоки, но, к моему счастью, он не представляет Россию на Евровидении. Почему, к счастью, об этом чуть позже. Следующей представительницей была Дарья Антонюк. Это победительница шоу «Голос», тоже шоу «Голос».
И, честно говоря, о ней ничего не могу сказать, я даже не знаю, кто это. Самым большим шоком для меня были кандидатки из девичьего хора турецкого. Как они называют сейчас, подождите. Сопрано турецкого. Вот здесь я бы остановилась. Ребята, вы видели их, да? Вы видели этих девочек? Очень прекрасно поют, супер такой голос, так прекрасно выглядят. Эх! А теперь мы подумаем. Я уже говорила, что идет тенденция к равноправию полов, антисексизм, помните, да? Я уже об этом говорила. Так вот, группа «Сопрано» — это полнейший сексизм. И уклон только на это. И если бы, не дай бог, Россия послала на Евровидение их, это было бы самой большой, на мой взгляд, ошибкой, которую могла бы только допустить Россия. То есть ее, Россию, гнобят и так за то, что она неравноправна, нетолерантна, сексистка, так тут еще и отправляют какую-то группу «Сопрано», которая представляет собой девушек весьма сомнительного поведения, поющих очень красивыми голосами. Последняя кандидатка была Елена Темникова. Вот здесь, конечно, я, честно говоря, первая, когда услышала имена кандидаток, я, конечно, была за Темникову, потому что из всех людей, которые перечисляли до этого, и их на самом деле было намного больше, просто это самые такие были яркие представители, которые рвались просто представлять Россию в этом году в Украине. Вот так вот. Я была за Лену Темникову, потому что Лена Темникова, в отличие от всех остальных, имеет очень качественный саунд, очень прогрессивный, ее дип-поп очень хорошо ложится на слух, он очень модный, и Лена Темникова максимально в возможностях этой страны делает качественный саунд, и я, конечно, была за нее, но то, что в конечном итоге шлют Юлию Самойлову, это даже лучше. Говорить о том, что Россия в этом году не победит, ну, это, по крайней мере, ну, не то чтобы правильно. Понимаете, здесь дело в том, что кто бы ни говорил, конечно, Евровидение, как и по большому счету любой конкурс какой-то такой международный, это политическая арена. И здесь это бесспорно, но все-таки это конкурс песни. И я предлагаю вот рассмотреть сейчас за последние 10 лет победителей Евровидения. В 2006 году победила Финляндия, группа Лорди с песней «Hard Rock Hallelujah». 7-й год Сербия, Мария Шерифович с песней «Молитва». 8-й год Дима Билан «Believe Me». 9-й год Норвегия, Александр Рыбак «Fairy Tale». 10-й год Германия, Лена Майер «Satellite». 11-й Азербайджан, Эл Ники «Running Scared». 12-й Лорин «Euphoria». 13-й Эмили де Форест «Only Teardrops». 14-й Австрия, Кончита Вюрст «Rise Like Phoenix». 15-й год Швеция, Манс Сельмерлёв «Heroes», и в 16 году украинка Джамала 1944. Все песни, которые только что прозвучали с ваших динамиков, это песни, которые абсолютно логично, следом друг за другом эволюционировали и показывали нам, что есть сейчас музыкальные тенденции. Каждая из этих песен показывала свой класс, показывала, насколько качественным может быть саунд, насколько визуальная составляющая только дополняет и улучшает номер. И каждый из этих номеров был очень гармоничен и безусловным был победителем. Поэтому говорить о том, что это сугубо политический конкурс, бред. Потому что конкурс песни никто не отменял. Можете пинать ногами, можете делать все, что угодно, но действительно эти песни в те года, когда было Евровидение, это были самые лучшие из песен, это были самые лучшие номера, и тенденции они тоже захватывали. Я про тенденции мировые, не только музыкальные. Поэтому в данной ситуации, конечно, если рассматривать Юлию Самойлову, то я выступаю в качестве поддержки Юлии Самойловой. Потому что, еще раз скажу, в данной политической и в данном мировом положении России это был самый лучший вариант, чтобы не упасть, как обычно, грязь лицом. Потому что в очередной раз посылать на Евровидение какого-то парня, который непонятно что. Я не говорю, что он не профессионал или там у него нехороший голос, но он просто обычный. В нем нет никакой
никакой для мировой общественности какой-то эксклюзивности. Он такой же, как и многие, ничем не выделяющийся. Или девушку, которых много, которых миллионы, и все мы их видим на обложках журналов, на страницах в интернете и просто по улице. Их слишком много, чего-то такого изюма в них нет. Поэтому это логично, что в этом году Россия решила сделать такой ход конем. Поэтому я очень настоятельно рекомендую тем людям, которым очень хочется высказывать свое негативное мнение непосредственно этому бедному человечку Юлии Самойловой. Не трогайте Юлю, она здесь абсолютно 100% ни при чем. И самое главное, она действительно достойно может представить свою страну. И я очень надеюсь, что Евровидийный комитет рассмотрит эту ситуацию как особую и пустит Россию во главе с Юлией Самойловой в этом году на Евровидение. И это действительно будет очень хорошим показателем, что Россия тоже думает. Возможно, где-то это будет показуха. Возможно, это где-то показывает, что какая Россия бедная, и что вот так вот поступают с ней, делая такую заподлянку ей. Но я очень настоятельно рекомендую всем хейтерам, ненавистникам, всем людям, которым есть что якобы сказать, когда они не понимают, и их мнение не очень важно здесь, и они некомпетентны в этом, не трогать непосредственно Юлю. Да, возможно, какие-то проблемы с песней, возможно, какие-то проблемы с речью, с английским языком, но вспомните всех представителей на Евровидении от России и скажите мне, кто, кроме группы «Серебро», имел... Ну и немножечко Сережи Лазарева. Кто, кроме Сережи Лазарева и группы «Серебро», имел достойное, хорошее английское произношение. Здесь, знаете, как бы некомпетентны мы, не знаем мы английского языка, чужда нам эта речь, иноземная она нам, ничего страшного. Но главное, что человек хороший, правильно? Юлия Самойлова очень хороший, светлый человек. Я очень желаю ей сил, я не желаю ей победы, потому что я не уверена, что она победит по многим причинам, но я желаю ей быть достойной своей могучей страны, быть хорошей представительницей, не падать лицом в грязь, а вам, тем, кому есть до этого дело, лучше пишите в комментариях под этим видео ваше мнение, нежели чем снимайте видео, чтобы весь мир смотрел, какие вы ненасытные на негативные эмоции люди. С вами была Ньюта. Ставьте лайки, или дизлайки. Я думаю, это видео много дизлайков может набрать. Подписывайтесь в любом случае на канал, пишите комментарии, я с вами с удовольствием обсужу.